Приветствую! Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите YouTube канал Ведаврата. И сегодня у нас очередное видео из цикла «Книга Брихат Самхита» как источник знаний ведической астрологии Джотиш. И мы продолжаем серию видео, которые мы назвали «Знамения, предзнаменования, приметы и подобные указания в книге Брихат Самхита». И напомню, что было в первой части. Мы рассмотрели понятия знамения, предвестие, примета, чем они отличаются и какого типа бывают знамения. Во второй части в сегодняшней мы сделаем статистический анализ книги Брихат Самхита, чтобы собрать информацию о том, какие именно знамения в ней есть, каких знамений там больше, каких знамений там меньше, какие знамения там основные, самые главные. И не обязательно знамения, приметы, указания, предзнаменования, знаки свыше. И почему это так? И таким образом это нам позволит понять, каков философский и культурный смысл книги Брихат Самхита. На что там сделан основной акцент, что там самое упоминаемое, важное, распространенное. Итак, кратко скажем, что знамение — это некоторый знак, указание, символ, которые дают нам высшие силы, и оно является предвестием будущих событий. Знамение, можно сказать, что знак свыше. Предзнаменование — это отражение будущего в настоящем, то есть это предупреждение, сигнал, информация о будущем в настоящем. Еще есть такое поэтическое понятие, что отражение — это предзнаменование, это отражение последствий, событий будущего на настоящее время. Оно показывает связь во времени, и предзнаменования бывают и личными, и общими. Примета — это более простое, народное, простонародное, бытовое, повседневное явление. И примет гораздо больше, они случаются постоянно, они нас окружают, они связаны с нашими обычной домашней жизнью, повседневными делами. И внешней нашей обычной жизнью. То есть это метеорологические и погодные явления. То есть дождь — это тоже примета, радуга тоже примета и так далее. Логически говоря или математически говоря, примета — это если А, то будет Б. То есть из причины вытекает следствие. Но, к сожалению, многие приметы обесцениваются, считаются неценными, называются суевериями. Иногда это из-за того, что нет информации о них, иногда из-за того, что их неправильно понимают. Приметы, знамения, предзнаменования с точки зрения такого раздела Джотиша, как Самхита Джотиш, называются нимитта. То есть, во-первых, нимитта — это знамение, то есть знак указания. Во-вторых, нимитта — это наука, это шастра, нимитта шастра. Это раздел Джотиша, подраздел Джотиша в разделе Самхита Джотиш, который означает знамение. Они бывают трех типов, и позднее скажу, какие три типа бывают у нимитты. И есть тоже более бытовое, узкое, природное вариант нимитты, частный случай нимитты. Это шакуна. То есть частный случай нимитты — это шакуна. Это знамение, связанное чаще всего с животным или чем-то подобным. Чтобы лучше понять, что такое шакуна, это ведическое подобие Авгурии в Древнем Риме. То есть были специальные авгуры, занимались наукой Авгурии, и в основном по птицам, по их полету, по их крикам они предсказывали будущее, видели в этом знаки. Птицы — это очень важно, и они реагируют на состояние пространства, на эфир, на акашу. Холодно, птицы прячутся и молчат. Они ожидают оттепель, весну, они поют, они предвещают нам разные события. И поэтому птица — это связано с небом, с высшим миром, с пространством, эфиром, акашей. И поэтому прежде всего наблюдали за птицами. И в Древнем Риме называлась наука Авгурия. В ведической традиции это шакуна шастра. Дословно шакуна — это птица.
Второе значение слова шакуна — это птица как знамение, знак. Потом значение шакуна — это другое животное, не обязательно птица, там насекомое, рептилия, млекопитающее и так далее. И его роль как приметы, как знака. Ну, мы уже подробно это разбирали на первом части этого видео. Почему работают приметы? Почему предзнаменования имеют место? Потому что они основаны на одном из ведических принципов. Принцип подобия в мироздании, фрактальности мироздания, взаимосвязанности мироздания. И в мироздании есть огромное количество взаимосвязей. Многие, когда преувеличивают, говорят, что там все совсем взаимосвязано. Ну, в какой-то мере так. Но, по сути, не все и не совсем, но связей очень много. И есть временные связи. Вот. Ну и другие, там, скажем, причинно-следственные связи. И вот это, когда есть временная связь или причинно-следственная связь, есть подобие, вот, есть специальные ведические, как называем, афоризмы, принципы, цитаты, которые это описывают. Я их не буду повторять, но приметы, предзнаменования, знамения работают на принципе взаимосвязанности мироздания, на принципе подобности или фрактальности мироздания. Далее. Нимита, как в целом, все и знамения, и предзнаменования, и предвестия, и приметы делятся на 3 вида, потому что они находятся в 3 локах, в 3 мирах. И это не сапталока, которые связаны с планами бытия, там есть сапталока, а это 3 лока, связанные с жизнью человека. То есть есть земной мир, это то, что находится на земле, и там и люди, и животные. Есть воздушный мир, это то, что находится в воздухе, да, там погода, атмосфера, дождь, ветер, радуга. Это не на земле, это как бы в воздухе, да, в атмосфере, в метеорологическом контексте. Есть небесный мир, то, что мы видим на небе, как планеты, звезды, созвездия, явления, связанные с планетами, изменение их цвета, там же кометы, метеориты, метеоры и так далее. Вот, то есть самые верхние, высшие и по сущности, и по смыслу, и по философии, и по пространственному положению небесные знамения. Дивья нимита. И дивья означает небесный, и в пространственном смысле тот, который на небе, в контексте звезды, планеты, созвездия, кометы, метеора, и небесный как божественный. Вот это не случайное совпадение во многих языках. Вот в нашем языке, в санскрите, дивья означает небесный и божественный, и небесный как космический. И в прямом, и в философско-духовном смысле. Вот. Ну, понятно, что это там планеты, их соединение, их столкновение, объединение, слияние, дружба, иногда вражда, иногда даже война, изменение их цвета, их исчезновение, появление и так далее. Они влияют на высший мир, в основном это на страны и их правителей. Раньше это были цари, короли, раджи. Вот. Сейчас это глобальная экономика и глобальные события. То есть глобальная эпидемия, так называемая пандемия, глобальные войны, а не локальные конфликты и так далее. Ниже находится антарикша, то есть воздушный мир, мир атмосферы, мир воздуха. И там уже как бы воздушные метеорологические явления, которые являются знамением. Допустим, облака какой-то формы, поперечные или вертикальные, это имеет большое значение. Вот, радуга, там, нормальная или аномальная, радуга без дождя, гром с облаками и грозой, или гром без облаков, дождя и грозы. Вот. И неестественный цвет неба имеет тоже большое значение. Далее, ниже не только небо, да, а ниже атмосферы, метеорологии и воздуха, это земные, наземные, приземленные в хорошем смысле знамения, знаки, предвестия, приметы, предзнаменования. На санскрите называется пхаумья нимита, от слова пхума – земля.
Ну, в основном это животные, которые находятся на земле, чаще всего. У нас почему-то распространены коты как знамения, а во многих странах птицы являются основными животными, которые показывают знамения. И в контексте этих знамений важны ключевые факторы. Их 8. Направление, место, движение, звук. Потом 4 фактора, связанные как бы с календарем или с панчангой или с астрологией. День, когда это произошло, накшатра, когда это произошло, мухурта или час, в который это произошло, и какая была лагна, когда это произошло. То есть 4 неастрологических критерия фактора для анализа примет знамений, особенно земных. Ну и в целом и воздушных и небесных, антарикша и дивья. Значит, направление. Направление это многозначное понятие, на санскрите это дик или диг. Оно подразумевает, допустим, направление, в каком направлении стороны света, то есть в каком направлении горизонта. Там 4 или 8 основных. Север, юг, запад, восток и промежуточные. То есть в каком направлении оно было. Направление имеет значение относительно человека. Оно было слева или справа. Да? Направление бывает почасовой и противчасовой. И направление еще может иметь такое значение, как вот куда направлялось оно. Там вверх или вниз. Ну и есть более подробное деление направлений на благоприятные шанта и неблагоприятные дипта в книге Брихат Самхита. Но это отдельная тема, очень долгая и объемная. Место. Место, прежде всего, важно, где находится сама примета. Если это Бхаумья Нимита, то есть земной знак, знамение, примета, то важно, допустим, оно там на воде, на земле, на дереве, на высоком месте, в низком месте, там, на возвышении, в яме, то есть все это имеет значение, и там есть как бы закономерные принципы, как это отличать. Движение. Основное движение это как бы слева направо или справа налево. Да? Дакшина и продакшина. Вот. Звук. Если знамение связано со звуком, допустим, это крик животного, это может быть гром, да, это может быть звуки с неба или какие-то другие атмосферные звуковые явления. Вот. Там самый главный критерий приятно или неприятно. То есть приятно это хорошо, резкий это негативное и подобные есть характеристики, они очевидны. Ну и в какой день недели вара, то есть под какой грахой управлялся день недели. Какая накшатра, ее качество окрашивает знамение, в какую мухурту или хору это было. Вот хоры управляют грахи, и мухурты тоже соответствуют определенным, как назовем, благоприятным и неблагоприятным отрезкам дня. Да? То есть там рахукала это неблагоприятное время, да? Допустим, ситхи мухурта благоприятная. Вот. И какая была лагна, то есть восходящая раши, тоже имеет значение. И теперь переходим ко второй части. Мы сделали с помощью компьютерных программ исследование текста книги Брихат Самхита. И сначала мы пошли простым путем. Взяли, попросили программу выбрать те слова, которые чаще всего встречаются в книге, и попытаться понять, почему это так. Но там были те слова, которые могли различать, быть в разных контекстах использованы, и поэтому эта первая обработка и статистика не дала много ценной информации. Тогда мы сделали второй статистический анализ книги. Мы взяли ее указатель, то есть индекс. В конце книги есть указатель индекс, где перечислены все термины. То есть это название грах, раши, название накшатр, это там металлы, вещества, это явления, это субъекты, это объекты, это название стран, частей света, название животных, да, название атмосферных явлений. Вот, и попросили сделать анализ, что там больше всего встречается. И поэтому вот как бы первая часть второй части рассмотрим, какие слова чаще всего есть в указателе, в индексе.
На первом месте там слово «женщина», иногда в контексте жены, иногда в контексте девушки, встречается 154 раза. И это не следует думать так вот буквально, что это книга о женщинах или для женщин. Там просто часто употребляется женщина в разных технологиях джотиша. Во-первых, как женщине правильно выбрать партнера, какой ей нужно быть, какие качества добродетели в себе развивать, как правильно анализировать карту брака, бракосочетания, то есть виваха кундали женщины. Какие части тела женщины указывают что-то благоприятное, какое что-то неблагоприятное. Как заниматься женским здоровьем, как правильно подготавливаться к зачатию ребенка, то есть к соитию, да, как правильно вести себя, чтобы ребенок был счастливым и здоровым. Вот. И много примет, связанных с женщинами. То есть и для женщин, допустим, если женщина что-то видит, встречает, что-то происходит, то будут такие-то результаты. И наоборот, если встретить женщину и какую именно, да, в каком направлении, по сторонам горизонта, это дает много результатов. Вот. На втором месте это мужчина-муж, это уже не 150, а где-то 120 строк указаний в, это не совсем глоссарий, да, это указатель или индекс. На третьем месте это слово «дом», либо его синонимы, аналоги «здание» и «жилище». Это подтверждает о том, что в книге очень много информации о васту-шастре, то есть как выбирать участок для строительства дома, из чего можно строить дом, какие правильные пропорции дома, где делать дверь в доме, где делать окна, сколько желательно, чтобы было этажей. Вот. Чем отличается дом для правителя, то есть короля Раджи, для министра, для военачальника, для принца и так далее, то есть там для жен короля, для детей короля, даже для наложниц короля, и даже как вот этот дом удовольствий, так называемый публичный дом, там тоже описано, как правильно его нужно строить. То есть информация о разных видах домов во всей как бы пирамиде общества, того, которое было уже 1500 лет назад, во времена автора Вараха Михиры. Вот. На четвертом месте около 70 описаний это конь, иногда лошадь, иногда кобыла, иногда жеребенок. Но в основном это конь. Почему? Во-первых, кони были важным транспортным средством. Во-вторых, кони были важными приметами. В-третьих, важно было правильно подобрать коня. То есть какой конь благоприятный, какой нет. То есть какой у него должно быть там цвета у него, губы, небо, да, какой он должен быть формы. Описаны признаки благоприятных, ценных, полезных коней. Вот. И есть даже специальные церемонии, как вот правитель должен был осветить свой дворец, свой трон, он осветить должен был свою корону, делать специальную церемонию освящения, осветить свое оружие, свой меч или свою саблю, и он должен был осветить своего коня, потому что конь имел большое значение, мог спасти ему жизнь, например. То есть были даже описаны церемонии очищения, омовения коня, ритуального, но который дает благоприятные результаты. На пятом месте это ворона, больше 60 упоминаний, потому что ворона является распространенной птицей в Индии и в те времена, и сейчас, и она имеет большое значение как примета, как указание. То есть в каком направлении она находится, что она держит в клюве, что она принесла, куда она бросила, на ком она сидит, на чем она сидит, там, как она летит, где она встречается, там, в городе, в селе или в лесу, или на границе между городом и лесом. Все это имело большое значение. На шестом месте это слово «дерево». Иногда это деревья, но в основном это дерево. То есть описываются деревья, в основном это благоприятные деревья для построения дома, для построения там кровати, трона, кресла, для мебели не хочется говориться, для изготовления важных вещей. Вот. И кроме того, деревья часто являются приметами, там сухое дерево, сгоревшее дерево, опавшее, изъеденное червями,
разбитая молнией, это с плохими листьями некрасивыми, неприятными, это плохая примета. А цветущее, роскошное, хорошее дерево, это хорошая примета. И так далее. На 7 месте это облако или облака, около 60 упоминаний. Вот. В основном это было 2 варианта примет. Либо примета в целом, то есть там будет успешной поездка или неуспешной. Облака это могли предсказать. Там правителю стоило начинать поход, что там движение, войну, марш, или не стоило. Вот. И на 2 месте это предсказания погоды. Люди очень зависели от еды, от сельского хозяйства, от земледелия. Важно, чтобы были дожди, но не ливни, чтобы не смыло. То есть засуха и ливни были опасны, должно быть адекватное количество дождей. Вот. И поэтому облака были очень важны, и очень много описывается облаков. В какой лунной титхи они появляются, в какой накшатре, в какой месяц лунный, в каком направлении, какого цвета, какой формы. Все это имеет большое значение, чтобы предсказать дожди и как следствие урожай, и как следствие либо достаток пищи, либо недостаток пищи. На следующем это 8 место собака, либо мужского пола пес, либо женского сука. То есть много примет о собак, потому что собаки тогда помогали людям, да, они были не просто украшением, и не другом, а помощником. Они были очень ценным помощником. Вот, и, они жили возле людей. В доме они, скорее всего, не жили, да, они жили возле людей. Вот, если собака приходила, как-то смотрела, клала голову там на порог дома или что-то приносила в зубах, вот, или залазила, не дай бог, на дом, да, на крышу. Вот это все имело большое значение. Далее идет группа от 20 до 50 упоминаний. Это грахи. Шукра, Гуру Брихаспати, Шани, Чандра, Сурья, Раху, Будха и Мангала. Это описание, указатель, связанный с грахами. В основном это транзиты грах. Иногда индивидуальный, тогда это индивидуальный граха Гачара. Иногда глобальные, тогда это Самхита Джоть. Далее идут подобные, я уже буду их группировать. От 15 до 45 это те приметы, которые человек встречал в своей жизни. Дожди, метеоры, затмения, какие-то явления на небе в сторонах горизонта, да, землетрясения, кометы, птица Трясогузка, увидение, появление огня, анализ ветра, анализ поведения козла или козы, поведение птиц в целом, поведение быков, поведение или просто встречу змей и приметы, связанные с цветами. Далее, от 13 до 16 упоминаний, это описание накшатр. 27 плюс 1. Вот. Есть описание одежды, то есть, допустим, если одежда вдруг порвалась или испачкалась, или как-то там на ней появилось пятно, или зола, или что-то еще, это имеет значение, и важно там, в какой части одежды это появилось. Вот, и другие дополнительные обстоятельства или факторы описывают приметы, связанные с одеждой. Много упоминаний о королях. Это церемонии для королей, правителей. Вот. И рекомендации для них. То есть, как сказать, Раджа Артха, да, или советы для правителей, как правильно править. В контексте физиологии, даже физиогномики, указана интерпретация, если на теле есть какие-то пятна, либо родинки от рождения, либо появившиеся прыщи в результате чего-то, то это указание. И, допустим, там, с какой стороны благоприятно, с какой стороны неблагоприятно. Да? Для мужчин там, пятно на правой стороне благоприятно, для женщин на левой.
или родинка и так далее. И имеет значение там форма, на что она похожа, или что она, как бы, какое ощущение она вызывает, приятное, неприятное и так далее. Ну и дальше идет очень много терминов. Анализ войн, указание на бедствие, несчастья, интерпретация головы, груди и других частей тела человека, приметы, связанные с колодцами, лесами, реками, явлениями в храмах. Вот. Части тела анализируются: стопы, голова, грудь, рука. Вот. И описываются драгоценные камни, то есть как правильно выбирать камень, какие камни хорошие, какие негативные, что может принести негативный камень, как его можно улучшить, как бы его не зарядить, а сделать ему специальную церемонию, чтобы он был более благоприятным. Вот. Вот. Ну и большое значение имело оружие, то есть вот у правителей были оружие, да, у военачальников, у воинов, и поведение оружия, тогда это были в основном мечи, оно могло быть тоже знамение. Допустим, там меч сам вылазит из ножен, да, это там к войне. Меч не хочет вылазить из ножен, даже если его силой вытягивают, если он дает какие-то звуки, если в нем появилась какая-то не щербинка, а вмятинка, да, там трещинка, вот, имеет значение, в какой части меча она появилась, возле рукояти или возле острия. Вот все это интерпретировалось подробно. Завершающая часть во втором разделе этого видео — это анализ терминологии книги Брихат Самхита в целом. Вот, мы уже не стали анализировать указатель, потому что он показывал иногда количественные, а не качественные характеристики. И проанализировали указатель вместе с содержанием текста. Вот. И тогда самый распространенный, самый частый термин, который встречается в книге, это брамин. То есть иногда говорят, что это священники, но это, точнее сказать, жрецы, хотя прямого перевода брамин нет на наш язык, да, то есть это просто брамины, брахманы иногда говорят, вот, жрецы, да. Люди долга, люди обрядов, церемоний, ритуалов, люди знаний и правильных действий. Вот. Это подчеркивает, что брамины играли главную роль вот, как бы в классовом составе индийского общества 15 веков назад. И в основном эта книга была написана для браминов, и там больше всего рекомендаций, советов, там, предсказаний, прогнозов, примет, связанных с браминами. Вот. На втором и третьем месте это ворона и корова. Ну, во-первых, они часто встречаются, да, корова тогда была практически в каждом, как назовем, хозяйстве, да, вот, а вороны были вокруг человека, вот, и кроме того, ворона является важным предвестником, да, важной птицей в контексте знамений. Вот. Ну и корова, она была ценна как кормилица, да, она давала молоко, как бы матери, да, одна из матерей, которая своим молоком или маслом ги, или чем там, сыром может выкормить людей и так далее. Вот. Женщин упоминаний все-таки больше, чем мужчин, гораздо больше. Вот, потому что женщины были важны, чтобы правильно ее воспитывать, чтобы подсказать ей, как правильно себя вести, чтобы она правильно занималась своим телом. Потом физиогномика, характеристики тела подсказывали ее будущее. И не только там формы, пропорции, а также родинки, волосы и многое другое. Вот. И женщина — это материнство, поэтому очень много описаний в книге
терминологии женщина, девушка, дева, вот, в контексте зачатия, беременности и взаимоотношений с мужчиной. Деревья часто упоминаются, потому что это и важная примета, да, особенно если это какое-то особенно, как сказать, нетипичная, нестандартная ситуация, связанная с деревом, или когда был задан вопрос, и дерево дает на него ответ. Вот. Допустим, там, внезапное падение дерева — это нетипично, это знамение. Да. Вот. И много было написано, как использовать древесину дерева. То есть какое дерево подходит для строительства или для мебели, для кровати, трона, кресла, стула, какое не подходит. Вот. И было предсказание, как вот по цветам, да, по цветению цветов. Точно так же по цветению деревьев и листьев предсказывается много последствий. Там, какой будет урожай, какие культуры будут в достатке, что будет на сельскохозяйственном рынке, да, то есть сколько будет там риса или чего-то. То есть по цветению деревьев это предсказывалось. Много упоминаний затмений, да, это, по-моему, 9 глава, то есть там описываются 10 типов затмений, варианты как бы начала завершения, формы или виды захода тени на Луну, месяц и ухода тени, там направление. Все это имело значение для сословий, то есть варн, классов людей, для разных стран, для разных слоев населения и так далее. Вот, там цвет диска при затмении имел значение и так далее. Вот, два противоположных людей, то есть аскеты, отшельники и правители, упоминаются очень часто в книге. Правители в основном для того, чтобы давать им рекомендации, как правильно провести коронацию, как правильно сделать освящение места, где правитель находится. Вот. А отшельники часто встречались тогда людям, и встреча с аскетом, хотя она была часто, являлась приметой, указанием, какой именно аскет, отшельник, садху, да, в какой одежде, в каком направлении и так далее. Болезни часто упоминаются. Во-первых, поведение, или как их назовем, образ жизни и знамения могут указывать на болезни конкретного человека, если это индивидуальный образ жизни или индивидуальное предзнаменование. Вот. И в целом небесные или метеорологические явления могли предсказывать глобальные болезни, как вот, допустим, не обязательно мор, но эпидемии. Итак, количественно очень много информации о физиогномике, подробности тела, особенно женщин. Вот, то есть глаза, нос, родинки, походка имеют значение, все это описывается. Вот. Но это только если смотреть как бы вот количественно. А качественно книга акцентирует внимание о том, что есть принципы, законы, закономерности. Их должны знать знающие люди. Это брамины, то есть жрецы, люди знаний, люди, умеющие правильно общаться с высшими силами, проводить церемонии, ритуалы, и таким образом будут помогать обществу и прежде всего правителям. Ворона — самое распространенное животное в контексте примет. Вот, очень много описано информации про быков и коров, но не только в контексте знамений, а о том, как вот, какой бык там тяговый, а какой бык для какой-то другой цели. Да, то есть какой цвет быка благоприятный, какой нет, и пропорции там вот эти все, что там холка, грудь. В общем, все это описано. Много примет, знамений связаны с видимыми явлениями, которые человек встречает в своей жизни. Во-первых, это планеты, которые человек может увидеть ночью. И, допустим, там яркий, неяркий цвет планеты, мерцающий или стабильный, там тусклый или сияющий, правильный цвет, соответствующий этой планете, или как бы аномальный. Все это имело большое значение. Кроме того, в небе человек встречал небесные атмосферные явления.
Дождь, ветер, гроза, молния, радуга. Вот это все было знамением и описано в книге в соответствующих главах. Итак, давайте подведем итоги. Примет в книге очень много. По количеству там преобладают повседневные, бытовые, земные приметы обычной человеческой жизни. Вот. Но это просто количественная характеристика. Если мы говорим о смысловом наполнении книги, философском или культурном, книга в основном хочет дать принципы, почему знамения показывают, почему приметы работают, каковы главные принципы строительства, то есть Васту-шастры или Стхапатья-веды, принципы построения общества, принципы иерархии между сословиями, классами, то есть варнами. И если так это кратко резюмировать, то эта книга источник знаний для браминов и кшатрии. В том числе для того, чтобы они не только могли интерпретировать знамения, знаки и предвестия, но и знать принципы мироздания, законы Вселенной, законы социума, общества и правильно исполнять свой долг, свои обязанности. На этом на сегодня все. Благодарю вас за понимание. Вы слушали Антона Кузнецова и смотрели YouTube канал Ведаврата ТВ.